Всем привет! А сегодня вы вместе со мной увидите, как я буду строить настоящий подарок генералу. И за основу я возьму вот эту модель Тор М2. И давайте вместе со мной окунемся в этот мир пластика и масштабного моделирования. Поехали! Ну а эти ребята сами не летают и другим не дают. Поехали! У модели довольно огромная коробка. И здесь на бокс-арте Андрея Жирнова Тор изображен в таком боевом положении. То есть локаторы уже настроены. А на заднем плане бокс-арта наш Тор точно такой же уже опустил свою ракету. Так что бокс-арт выглядит очень впечатляюще и завлекает купить эту модель. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Даша, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. А на обратной стороне уже собранная модель в классическом зеленом камуфляже с довольно яркими, получается, лючками. То есть автор решил контраста добавить на максимум. Мне кажется, можно было бы сделать менее контрастный цвет. Конечно, светлее, но не настолько. И здесь он тоже в таком боевом положении, но эта модель позволяет сделать эти части подвижными и варьировать на полочке в зависимости от вашего настроения, в каком положении будет ваш Тор. Боевом или же походным. Соответственно, у нас идет тут маленькая историческая справка. В наборе 336 деталей, довольно много, и она будет довольно крупной. То есть 25 сантиметров – это крупная модель. Так что давайте посмотрим, что внутри. И в наборе инструкция. В инструкции 36 шагов. И это довольно много, потому что сборка у вас займет не один вечер. Как минимум в наборе довольно много маленьких элементов, такие как ручки, разные лючки. Те же фары состоят из 3-4 элементов, так что сборка будет кропотливой. Но кропотливой, при этом модель получится довольно высокодетализированной. Вот сама ванна корпуса детали, то есть, как видите, большие-большие объемы работы нам предстоят. В наборе идет вот такая декаль, которая позволяет сделать абсолютно любой номер машины, который вы хотите получить в результате. Также у нас в наборе идут такие сеточки, которые позволяют сделать реалистичными наши решеточки. Придется подрезать их по специальному шаблону, который есть на инструкции. Гусеницы полунаборные. Это облегчит нам жизнь. И маленькая инструкция по окраске, где предлагается стандартный камуфляж и камуфляж парадный. Ну и вот он стандартный. Так что приступаем. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Часто в комментариях к моим видео есть вопросы о том, как я быстро делаю модели, и иногда обстоятельства заставляют делать модель очень быстро. Как я уже упомянула ранее, это будет подарок одному большому военному чину, так что нужно было уложиться в весьма сжатые сроки. Благо, с такой моделью от Звезды я уже имела дело. Я строила Тор в прошлом году, и он был камуфляжным и с некоторой прокачкой в плане фотоотравления и смоляных деталей. А на этот раз все будет проще. Но результат у меня получился, на мой взгляд, просто выдающимся. Это я говорю вам заранее. И этот Тор без всяких прокачек, за счет окраски и тонировки у меня получился на порядок круче моей первой работы. Но давайте обо всем по порядку. Естественно, работу над моделью я начала со сборки.
Это свежая модель от фирмы «Звезда», и поэтому особых проблем со стыковкой и подготовкой деталей у меня вообще не было. Сборка прошла максимально просто и быстро. Модель до состояния готовой к покраске я собрала за 3 вечера. Единственное, что было муторным, это сборка катков. У этой машины их довольно много, хотя какой-нибудь тигр или же пантера посмотрели бы на эту ходовую часть с завистью. Далее я промыла модель в мыльной воде, чтобы убрать следы пластиковой пыли и следы от пальцев. И обязательно прополоскала модель, так как засохшее мыло тоже не даст хорошо прилипнуть к краске. Ну а потом я загрунтовала модель аэрозольным грунтом. У модели есть большие вертикальные плоскости, и чтобы быть уверенным в хорошем прилипании краски, грунтовка здесь обязательно. Далее я нарисовала черным цветом предварительные тени. И тут я преследую 2 цели. Первая — это предварительные тени, чтобы сделать последующие шаги в окраске чуточку интереснее. Ну а вторая цель — это залить черным цветом труднодоступные места, которые я могу случайно пропустить при окраске основным цветом. Кстати, при окраске я применяю краски от фирмы Machete, а аэрограф у меня тоже Machete 1020. Все необходимое для аэрографии вы можете купить в магазине «Модельная лавка», все ссылочки есть в описании. Ну а далее я задула корпус модели в базовый зеленый цвет. Для современного русского зеленого цвета я поступаю несколько хитрее. По сути, я беру серый цвет и вмешиваю в него зеленый и немножко добавляю желтый. И далее степень высветления я регулирую белым и желтым цветом. Ну и настало время ручных работ. Тут у меня надо прорисовать резиновые бандажи катков, а также шансовый инструмент. Работаю я тут акриловыми красками. Смывкой я выделю рельеф боевой машины. Я предварительно смазываю корпус модели White спиритом, и по такой влажной поверхности я прохожусь томиевской смывкой. Ну а тряпочкой я убираю излишки.
Ну а теперь я нанесу декали, Тор у меня будет под номером 23. Масляными точками я придам модели более интересные цветовые сочетания. Тут комментарии излишни, я рекомендую просто посмотреть, что я делаю. Также для придания разнообразия оттенков я пройдусь по рельефу корпуса сухой кистью, и я воспользуюсь акриловым средством Atomo. Тут я использую готовое средство, чтобы побыстрее закончить модель. Поскольку подарок нужно реализовать в виде мини-диорамы, я примусь за работу над основой. Базой диорамы у меня будет фоторамка. Нанесу для начала текстурную пасту. Дождусь, пока она высохнет, и затем ее окрашу в земляной цвет. Время посадить травку. Смазываю основание диорамы клеем ПВА и через флокатор высаживаю травку.
я решила, что на диораму нужно нанести немножко растительности. И теперь я сделаю кустики. И кустики я делаю из засохших сорняков. Такое интересное растение. Иногда его можно встретить на Алиэкспрессе, ну и можно собрать в саду. Тут ваша фантазия и внимательность вам помогут. Ну и далее я использую флок. Ну и не флок, а я бы назвала это измельченной губкой. Тоже продается в различных интернет-магазинах. И она была изначально белого цвета, но я ее покрасила в зеленый. И все это клею на клей ПВА. Загрязню гусеницы тора грязевой жижей и размещу саму машину на подставке, после чего я займусь посадками растительности и проимитирую следы гусениц. И мне осталось накидать немножко пыли, чтобы сбить чересчур яркое зеленое настроение диорамы под реальности военных лет. Ну и не только. В реальности травка не всегда такая зеленая. И вот такая у меня получилась небольшая диорама, которая изображает такое путешествие Тора по просторам некой черноземной земли. И, соответственно, маленькая диорама отправится в подарок одному военному. Я ее оформлю в специальный бокс, и она будет украшать некий генеральский стол. Так что, надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.